Окунувшись в теплое море, насладившись зеленой природой и теплой погодой, нагулявшись по побережью, уже хочется новых приключений. Вперед за новыми красотами и впечатлениями. Доброе утро, друзья! У нас сегодня запланирована поездка, экскурсия Discovery. Сидим на ресепшн, ждем нашего гида. Первое — это красный цвет, заслуга и удача, все будет так, как вы хотите. А второй — это желтый цвет. Первая наша остановка произошла в 30 километрах от города Паттайя, и это стеклянный мост Скай-Волк. Это интересное место, где на территории храма Кхао, гора Табаек, начинается увлекательный поход к стеклянному мосту, который был открыт в 2020 году ради туризма протяженностью 226 метров, высотой 25 метров от земли. И дойти к нему нужно вначале через такой мостик, перила которого повязаны ленточками 5 цветов, и каждый цвет что-то обозначает. Желание изменить свою жизнь было только у меня, но я верю, что все сбудется, все, что я задумала. Дальше нужно было подняться по ступенькам или по серпантину. Так, конечно, дольше, но легче, говорю вам как геолог. Да, подниматься. Обратите внимание, перед нами, как мы сейчас зайдем, вот пройдем немножко, будут стоять такие зеленые контейнеры. В конце моста также контейнеры, их там снимаем. Вот мы уже на мосту, и перед нами открывается прекрасный вид на Паттайю, пейзажи, присущие Таиланду. Ступая на мост, у всех гостей разные ощущения, но на всякий случай есть дорожки не стеклянные. По правилам техники безопасности в туман и дождь мост закрыт. Значит, нам повезло с погодой. Которые мы видим. Ну, минут через 5 мы уже с вами отсюда будем как раз уходить. Обратите внимание, вот те небоскребы, которые мы с вами видим, это как раз таки Паттайя, откуда мы с вами приехали. И дальше по побережью идет портовый город, его мы можем видеть справа, вот за деревьями. Вот. Это город Сирачи тоже. И верхняя часть стояла на нижней, они даже там швы какие-то делали, но может быть что-то не установлено. И потом она установится на вот эту большую белую ступу. Да, устанавливать будут, не знаю как, предположу, что все-таки вертолетом. Представляете, какая будет огромная статуя Будды? Вот бы увидеть! Спуск с моста занял приблизительно столько же времени, что и подъем. Это стоит посмотреть. Следующая локация – ананасовая ферма в городе Сирача. Конечно, выглядит он красивше, когда вот именно ананасы на всем этом огородике. Во-первых, да, когда они цветут, появляется с середины такой небольшой стебель, на котором произрастает цветок. И вот именно каждый вот этот вот ромбик, это именно одно соцветие именно этого цветка. Вот примерно вот так вот они растут, именно вот стебель вот отсюда, примерно вот на таком расстоянии. Вот вся вот эта плантация усеяна именно вот
ананасами в определенное время, конечно. Используются в Таиланде, во-первых, многолетние сорта ананасов, во-вторых, самоопыляющиеся, потому что с какими-то насекомыми все-таки тут их не так много. Вообще дикие ананасы именно в дикой природе опыляет птица колибри. А это локация Гранд Каньон Чонбури. Место, где раньше был карьер, и местные жители ручным способом добывали камень, который потом шел на строительство дорог Таиланда. И после 50 лет эксплуатации этот объект попал в частные руки, и уже велась эксплуатация машинами. Видна старая дорога. Рядом с карьером был завод по переработке камня в щебенку, но работы здесь закончились 10 лет назад, а 7 лет назад сделали этот объект туристическим. Природного камня осталось много, и цвет воды меняется от направления солнца. То голубая, то синяя. Объект набирает туристическую популярность, и сейчас идет строительство отеля, кафешек, обрастает инфраструктурой и набирает популярность именно туристическую. Валерий так правильно спланировал комбинированную экскурсию. Сначала самое трудное физически, затем эмоционально впечатлительное. Молодец! Получили большущую информацию, находясь в атмосферной обстановке. Именно духом вот они вот поклоняются, в принципе, чуть похоже, так скажем. А мы уже находимся на территории китайского буддийского храма, возведенного в 1987 году. Это настоящая достопримечательность, была подарена Китаю в честь 60-летия короля Рамы IX. Благодарность за урегулирование вопросов миграции китайцев в Таиланд. Трехэтажное здание, дом тайско-китайской дружбы, входные ворота и храмово-музейный комплекс выполнены в китайском стиле. Площадь территории около 3 гектаров. Он самый значимый по количеству ценных скульптур, предметов искусства и антиквариата. Территория украшена древними китайскими пагодами и их необычными многоярусными крышами с резными украшениями и загнутыми вверх краями. Символизируют ступени просветления, по которым можно подняться в мир богов. Во как здорово! Также здесь фонтаны, живописные золотые статуи, колонны, увитые позолоченными драконами, и каменные статуи. Перед тем, как зайти в храм, всем необходимо снять обувь, а женщинам прикрыть плечи и колени. 98% населения Таиланда проповедует религию буддизм, и она является неотъемлемой частью жизни тайцев. Будда – это не бог, не божество. Он был человеком королевских кровей, принцем из Бали его Гаутама. Позже стал именоваться Буддой, то есть пробудившимся, и сама история его пробуждения очень интересная. Но время нашей экскурсии не ждет, и мы уже поднялись и вошли вовнутрь. И что мы видим? Все в цветах. В драконах. Старинные предметы искусства, привезенные из Китая. Мебель из натурального дерева и другая, разная.
картины. Здесь даже потолки произведения искусства. Статуи святых, богов, их здесь более 200. Люстры хрустальные. Верующие молятся у скульптур, зажигают благовония, просят здоровья, удачи и благополучия. Храм-музей призван показать культуру Поднебесной и ее духовное наследие. Получила позитивный и эмоциональный заряд. Здесь даже не хочется разговаривать. Давайте помолчим, посмотрим эту красоту. По программе заехали на ферму, где выращивают устриц, посмотрели издалека, узнали, что при подаче свежих устриц необходим обязательно лед, так как очень нежный морепродукт. Попробовали с разными соусами, лаймом, заморили червячка и поехали дальше. Пожалуйста, можете добавить чуть-чуть красного, чуть-чуть зелененького, зелененький более острее. А дальше идем в музей ада и рая. Первая знатная статуя, которая заслуживает должного внимания, это Хатей. Очень симпатичный, веселый толстячок с огромным пузом, и его почитают покровителем богатства, счастья и благополучия. И мы посетили его, ведь там, где он находится, это передается окружающим. Необходимо только потереть животик, и ты уже счастлив и богат. В чем он заключался? Во-первых, он прошел, он видел, получается, все. У него сначала было все, как я говорил, 3 дворца. Наш гид Валера провел с нами целый день. Мы получили массу полезной информации. Ему благодарность за его колоссальную работу. Ведь экскурсия была очень насыщенной и интересной. И Валерий вложил в нее всю свою душу и провел сознанием дела. Ему тут 29 лет, вот ему помогает его верный слуга, которого он в дальнейшем как раз оставляет и говорит ему вернуться во дворец. Здесь целая аллея, где представлена жизнь Будды. Я вам говорила, что история Будды очень интересна. А вот сам музей ада и рая оставил у меня неоднозначное впечатление. А в Таиланде этому музею уделяют огромное внимание, и детей с возраста детского сада и школьников привозят сюда на экскурсию. Не знаю. Как вы считаете, нужно показывать детям, что ждет их за грехи и за проступки? Не буду останавливаться, сделаю быстрый обзор. Обличие человека, вот мы вот видим, а как раз таки голова другого животного. Мы понимаем, вот как раз таки проходит эта регенерация, и в следующей жизни человек будет нарушает вторую из 5 заповедей. Здесь 5 больших заповедей. Это не убей, не изменяй, не принимай наркотики, не выражайся плохо о своих. После этой экскурсии нас повезли обедать. Обед был хороший. А потом у нас был заезд в зоопарк 2-часовой. Но я не буду вас утомлять, а сделаю отдельное видео о зоопарке. А пока до новых встреч, мои дорогие друзья. Да, и, конечно же, жду от вас обратной связи в виде подписок и комментариев.